Всем привет, друзья! Сегодня пеку хрустящий Наполеон. Рецептов торта Наполеон масса, начиная с коржей и заканчивая выбором крема. На моем канале несколько супер вкусных и удачных рецептов. В сегодняшнем рецепте коржи получаются более слоеные и хрустящие. Крем я использую самый простой и всем знакомый – сгущенное молоко и масло. Этот крем не дает коржам полностью пропитаться, и они остаются хрустящими, если, конечно, не оставить торт на 12 и более часов при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Тогда да, он будет пропитываться. Так что, если любите вкусно похрустеть, готовьте и похрустим вместе. Начнем приготовление с теста. Для теста мне понадобится 700 грамм просеянной муки, замороженное сливочное масло. Перед приготовлением теста масло рекомендую отправить в морозилку. Оно должно быть очень холодное. Натираем на терке. 200 грамм. 200 грамм сливочного масла. Масло хорошего качества. Содержание жира 82% в масле. Теперь масло с мукой соединяем. Так вот легко перемешиваем. Не перетираем, просто вот легко перемешиваем, чтобы хлопья масла не растаяли. И теперь вот так вот тесто собираем горочкой, делаем посередине углубление. И вот в это углубление нам нужно будет налить 150 мл водки, 40% алкоголя. Миллилитров кипяченой остуженной воды. В воду добавляю пол чайной ложки соли. По вкусу лимонную кислоту на кончике чайной ложки. Все хорошо перемешиваю. Кристаллы соли и лимонной кислоты должны хорошо раствориться. И обязательно пробую на вкус. Водичка должна быть такой приятной, кисленькой. Если кислоты не хватает, добавьте. Кислота по своему вкусу. Вот у меня получился очень хороший баланс кислоты и соли. Выливаю все к водке. Добавляю сюда одно среднее яйцо. Все хорошо перемешиваю. И замешиваю тесто. Собираю муку.
Если вам по какой-то причине нельзя алкоголь, тогда можете заменить полностью на воду. Алкоголь все равно во время выпечки испаряется. Ничего алкогольного здесь не будет. Тесто замешиваем быстро. Вот, посмотрите, оно получилось у нас мягкое. Теперь тесто отправляем в холод. Где-то приблизительно на 20 минут. Чтобы тесто быстро охладилось, его можно вот так вот расплющить и заложить в пакетик. Пока отдыхает тесто в морозилке, приготовим крем. Готовится он очень быстро. Для крема мне понадобится 300 грамм размягченного сливочного масла жирностью 82%. 600 миллилитров сгущенного молока, 250 грамм сухого молока. У нас оно называется кафе вайса, используется для кофе. Все продукты для приготовления крема должны быть одной температуры, комнатной. И теперь крем нужно будет еще взбить, где-то около 2 минут. Долго взбивать не нужно. Крем нужно будет отправить в холодильник. В холодильнике он станет намного гуще. Вот такой вот крем еще не готов к работе. Посмотрите, такой жидковатый. Масло подзастынет и крем станет намного гуще. Отдохнувшее и хорошо охлажденное тесто вынимаем из пакета и раскатываю в пласт. В работе с тестом не требуется мука. Корж толщиной получился приблизительно 3 миллиметра. Теперь полностью корж смазываю размягченным сливочным маслом 50 грамм. Натираю. Старайтесь, чтобы масло везде хорошенько распределилось по всей лепешке.
Масло размазали и теперь закручиваем в рулет. Не закручиваем, а складываем. Вот это вот действие сделает наши коржи слоеными. И теперь вот этот вот приготовленный брусочек теста нужно будет отправить в холодильник приблизительно на полчаса. Тесто должно снова хорошенько охладиться. Я отправляю в морозилку. Если хотите, чтобы побыстрее охладилось, отправляйте в морозилку. Тесто около 20 минут пролежало в морозилке. И теперь его снова нужно будет раскатать в пласт. Пласт получился толщиной где-то 5 миллиметров. Скручиваю в рулет. И теперь скрученное в рулет тесто делю на порционные кусочки. На присыпанный противень мукой выкладываю кусочки. У меня получилось 12 кусочков теста. Тесто сейчас отправлю в холодильник. Один кусочек оставляю на рабочем столе. И теперь вот этот вот отрезанный рулетик буду раскатывать. Пекарскую бумагу присыпаю небольшим количеством муки и раскатываю тесто тонко. Чем тоньше раскатаете, тем вкуснее и хрустящее получится Наполеон. В
Коржи буду выпекать в заранее разогретой духовке на 200 градусов. Остатки теста использую в раскатке последующих коржей. И вот теперь достала второй кусочек из холодильника. Тесто должно быть холодным обязательно, с ним очень легко тогда работать, оно более упругое. Обрезки, которые остались после первого коржа, я их также заложила в холодильник. Тесто при раскатке мукой сильно забивать не нужно. Форма Наполеона может быть любая, от этого его вкус не поменяется. Можете использовать также круглую форму диаметром 26 сантиметров. Это квадратная форма, я ее замеряю и напишу внизу под видео размеры. Не забывайте наколы делать, чтобы корж не пузырился во время выпечки. Если вы будете раскатывать толстые коржи на Наполеон, они, естественно, будут пропекаться дольше и по вкусу будут такие резиновые. Поэтому, если хотите настоящий хрустящий Наполеон, тогда старайтесь вот изо всех сил раскатывать максимально тонко. Первый корж готов. Посмотрите, какой красивый золотистый он получился. Очень тонкий, хорошо пропекся. И вот таким образом буду поступать, пока не перепеку все коржи. Корж выпекала при температуре 200 градусов 6 минут. Смотрите, обращайте внимание на особенности своей духовки. Кому-то понадобится больше времени. Из приготовленного количества теста у меня получилось ровно 14 квадратов размером 26 на 26. 2 квадрата я измельчила в крошку. Буду обсыпать торт. Квадратики на крошку я запекала до темного цвета, такой темный, золотистый. И теперь давайте соберем торт. На дно плоской формы выкладываю небольшое количество крема. Крем получился по составу такой вот, как ириски. Старайтесь крем равномерно наносить. Если корж во время сборки торта рассыпается, не страшно.
И вот такую тягучесть крему дает сухое молоко. Крем по вкусу напоминает мороженое, ванильное мороженое. Как только нанесли крем на первый корж, укладываю второй. И вот таким образом буду поступать, пока не соберу весь торт. Как вы заметили, этот тортик очень калорийный по составу. Я считаю, что он не для поедания крупными кусками, а вот для наслаждения. Маленький кусочек с чашечкой кофе. Бока торта тоже смазываю кремом. И торт полностью нужно будет обсыпать крошкой. Если вам нравится мелкая крошка, тогда можете измельчить с помощью скалки. У меня сегодня крупная крошка на торте. Я просто так вот испеченное тесто помяла руками. Вот так вот просто, но со вкусом приготовлен тортик. Его можно кушать сразу, если вы предпочитаете очень хрустящие наполеончики. Но мне нравится, когда он охлаждается. Я изначально его отправлю в хорошо проветриваемое помещение приблизительно на полчаса, а потом в холод, то есть в холодильник приблизительно на 1,5 часа. И потом встретимся и посмотрим, какой Наполеон получился у нас в разрезе. Хрустящий 12-слойный Наполеон готов к употреблению. Для нарезки торта хрустящего Наполеона выбирайте очень острый нож. Надеюсь, что камера передаст во время нарезки торта этот вот потрясающий хруст. Посмотрите, какой красивый Наполеон в разрезе. Но вот что может быть вкуснее и прекраснее Наполеона? Его ломкая, хрустящая структура порадует всех настоящих любителей Наполеона. А результат, я вам гарантирую, будет как из лучшей кондитерской. Этот Наполеон нельзя сравнивать с мокрыми, мягкими Наполеонами. На моем канале уже есть несколько версий таких тающих во рту тортиков, а это вот что ни на есть самый настоящий хрустящий Наполеон. Поэтому непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.